Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вашему дому. Благодатной вам погоды, чтобы вы могли сделать все, что вы запланировали. А сегодня на нашем канале опять очередной выпуск и агрогороскоп, и луна для дома, для здоровья. Все это предлагаем рассмотреть на период с 8 по 12 мая 2022 года. Как всегда, начнем с агрогороскопа. Итак, 8 и 9 мая, воскресенье и понедельник, это будет растущая луна в знаке Лев. Но не просто в знаке Лев. Смотрите, 9-го переход Луны из первой во вторую фазу, плюс Луна без курса. И у нас этот день выпадает для некоторых пассивных работ, которые можно провести во Льве. Хотя здесь немного растений, которым покровительствует Лев, но есть. Итак, у нас 8-го остается единственный пассивной день. Здесь можно 8 мая посеять спаржевую фасоль, только там, где тепло, а также лук на зелень, это растущая луна. Здесь луковица маленькая-маленькая получится. И также можно посеять семена зерновых сидератов. Вот это все, что можно посеять. Но с рассадой в знаке Лев не работаем. Ни пикировка, ни пересадка, ничего. Корней не будет образовано в нужном количестве, но, естественно, они небольшие нарастают. Поэтому 8 и 9 не работаем с рассадой. Для цветов, комнатных цветов, 8 и 9 актуальна защита от вредителей и болезней. Поливы в дни Льва бесполезны. Подкормки опасны, они обжигают не только корни, но если обработать и листья, внекорневую провести, тоже угнетающие воздействуют на растения. В саду актуальна защита от вредителей и болезней. Да, уже на юге это очень актуально. Зеленые операции не проводим, у нас скоро уже, вы смотрите, у нас переход Луны из первой во второй фазы, близимся уже все ближе и ближе полнолуния, и, естественно, мы в это время не проводим никаких зеленых операций. А вот заготовки в дни Льва прекрасно, есть уже зеленушка, которую можно заготовить, а также есть другие какие-то продукты, которые нужно готовить на зиму. Готовьте. 8-9 прекрасное время для этого дела важного. Квашение не проводим, а вот настойки очень хороши. И особенно во Льве, если вы сейчас даже собираете лекарственные растения, кстати, это растущая луна, и очень хорошо здесь собирать именно то, что над землей. Здесь у нас и листики, и цветочки, и стебли. Все это очень хорошо для того, чтобы и в свежем виде собрать, и посушить, но и, естественно, приготовить настоечки. Рыбалка пока отменяется. Сбор лекарственных трав отлично. Ну и что касается у нас комнатных растений, то здесь тоже актуальна защита от вредителей и болезней. Идем дальше. У нас будут 2 дня, которые будут у нас одинаковые, поэтому не буду отдельно их рассматривать. 10 и 11 это вторник и среда. Растущая луна будет в знаке Дева. И здесь, видите, переход у нас из знака Льва ночью в 1:53. И здесь хочу еще предупредить, если вдруг что-то не успеете, можете ночью до 6 часов утра 12-го для Девы, вот этот период будет еще благоприятный, можете доделать. Но давайте вернемся все-таки к этим дням 10 и 11. Не уместилась у меня запись всех растений, поэтому, видите, я перенесла и сюда. Что можем делать? Сеять семена цветов, а также высаживать луковичные цветы, высаживать рассаду цветочных растений, вьющихся декоративных растений. И это прекрасно в это время. Ну и единственное, из овощных
даже не единственное, огурца покровительствует дева и укропу. Это две овощные такие позиции, которые можно использовать для посева. Ну а дева любит цветочки, поэтому все здесь касается цветочных растений и рассада в том числе. То же самое используем для посадки только цветочной рассады. Рассады цветов любой. Естественно, можно и рассаду уже черенков высаживать, если у вас созрели, готовы. Все вот здесь касается вот это именно 10-11, работаем с цветочной рассадой. Для цветов и для комнатных цветов очень хороший день, дева, день 10 и 11, хорошее время для черенкования цветочных растений. Прекрасно укореняются эти череночки. Сразу же скажу, что именно нарезка черенков является исключением из правил, потому что здесь нельзя проводить зеленые операции. Всегда мне задают вопросы, как это нельзя обрезку делать, зеленые операции, а вот это можно. Вот это единственное, что получается. Нормальное растение не страдает, если вы нарезали парочку черенков на растении. Или же один череночек. Все зависит от растений, которые вы хотите размножить. Поэтому, пожалуйста, укореняйте, нарезайте и укореняйте череночки. Вот эти 2 дня, 10-11. Можно сеять семена цветов, а также высаживать рассаду цветочных растений. Для комнатных цветов актуальны поливы, подкормки. Очень хорошее время для этих агроприемов. Вы видите дальше поливы очень хорошо и подкормочки очень хорошо. В саду, даже если идут дожди, смотрите внимательно, нужны уже поливы для садовых растений. Здесь очень хороши уже и подкормки, но это южные регионы, где еще мороз и холодно, то там еще подкормки рановато делать. Ну а там, где тепло, можно нарезать черенки и укоренять череночки. Все зависит от региона. Далее у нас сплошные красные нет. Не проводим зеленые операции, не делаем заготовки в деве, не для этого дева создана. Квашения тоже получаются очень... Я пробовала капусту делать, отвратительная капуста, и запах, и быстро портится, поэтому не делаем никаких квашений. Настойки тоже не делаем. Рыбалка в деве тоже не проходит. И сбор лекарственных трав тоже не делаем в эти дни. Для комнатных овощей как раз очень хорошо проводить поливы и подкормочки. Это знак девы, дни земли, дни корня. Ну, идем дальше. 12, видите, у нас будет энергии перехода 12. Луна выходит из знака Девы. Луна без курса с 7 часов 1 минуты утра и до 9 часов 34 минут. Поэтому я вам говорила, если что-то не успели 11 до 6 утра, 12 можете это сделать, но не позже. Итак, у нас энергии уже весов с 9:35. Лучше уже в 10 часов начинать заниматься работами посевными. Очень много можно сделать в это время. Что можно сеять? Капусту, семена капусты, семена горошка, гороха, кукурузы, подсолнечника, кормовых, лекарственных растений, цветов. Весы – это тоже покровитель цветов, дни цветка. Поэтому можете использовать вот эти дни для посева вот этих культур. Ну и еще, если вдруг баклажаны кто-то собирается, это касается теплых стран, то, пожалуйста, тоже можете использовать для посева. И рассада здесь мы работаем только с цветочной рассадой. Если вы пикируете, пересаживаете, перевалку делаете, заранее увлажняйте землю и ни в коем случае в весах не заливайте рассаду. Через пару дней польете ее уже капитально, но нужно подождать. Это время дыхания, и корни могут гнить, если вы будете заливать свои посаженные рассадные растения. Для цветов снова же актуальны посевы, посадка рассады. Есть еще регионы, где только начинает теплеть, можете посеять, и даже открытый грунт здесь подходит. Для комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней.
Поливы в знак Весы в дни, когда растения заняты дыханием, не проводим. И, естественно, подкормки тоже, они опасны даже в это время. Вот что касается сада, вот меня многие спрашивают, когда посадить смородину, садовые растения. Пожалуйста, вот где-то сделайте себе заметочку. 12-го можно высаживать саженцы, вишни, черешни, абрикосы, алычи, сливы. Здесь же вы можете высадить и ягодные растения садовые. Тоже хорошее время. Высаживайте 12 после 10 часов утра. И здесь же можно высаживать декоративные растения. В саду очень хороший посадочный день, практически почти для всех растений. Используйте это время. Далее зеленые операции не проводим, у нас уже близится вот полнолуние. Тем более у нас идет и лунное затмение уже вот-вот. Находимся в коридоре затмений. Здесь операции зеленые не проводим в это время. А вот заготовки в весах прекрасные получаются. Очень красивый цвет, запах хорошо хранится. Используйте это время. Квашение в весах не проводим. Настойки очень хорошие. Снова же у нас растущая луна. Очень хорошо делать и сушить. И уже со свежих можно сделать настойки. Лекарственные растения. Используйте цветочки, листики, стебельки. Все, что вы... почки какие-то, все это собираете, можно сразу же делать настойки. Рыбалка отменяется, зато сбор лекарственных трав только приветствуется. Но здесь я вас очень прошу, только нужное количество собирайте. Пожалуйста, не все подряд режьте, будьте с природой уважительно, относитесь с природой на «вы». Потому что природа дает нам жизнь, дает все. И будьте внимательны в этом деле. Только то, что вам лично надо. Столько для вас, для вашей семьи. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и болезней. Поехали дальше. Луна для дома и для здоровья. Снова же с 8 по 12 мая 2022 года. Время киевское. Давайте рассмотрим вот эти 2 дня отдельно. Почему? Да потому что 8 здесь энергии нормально работают, огненной стихии, а вот 9 это время перехода Луны из первой во вторую фазу, и здесь некоторые моменты нужно будет учесть. Но давайте вернемся 8 с печкой. Вот, все нормально. Я уже думала эту рубрику убрать, но некоторые пишут мне, что очень важно ее продолжать, так как холодно по-прежнему, поэтому и камины еще топятся, и печки. Пожалуйста, оставляем эту рубрику. Если что-то не так, пишите, мы будем что-то менять. Пока вот в данном случае вот так. Вот, значит, печка прекрасно будет гореть. Для теста очень актуально или добавляете жидкость по рецепту, или же уменьшаете количество муки. Быстро засыхает тесто. Рукоделие прекрасно. Стрижка волос здесь тоже прекрасно. Стрижка ногтей. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что 8 это все хорошо, а далее у нас не очень хорошо. Но давайте завершим 8. Покраска волос не проводится, очень жгутся волосы. Мытье волос замечательно. Уход за кожей в дни как раз стихии огня вообще не впитывается в клеточки, вот эти питательные всякие кремы или что-то вы делаете. Очистка кожи у нас не проводится, растущая луна. Ремонт прекрасно в это время, проветривание вещей тоже прекрасно. Стирку лучше не проводить, получается как застиранное. Уборку текущую можно делать. И начало инкубации – это мускусные утки. Вот это можно делать. И вот смотрите, разница какая, потому что у нас очень сложное, стрессовое такое время, когда Луна переходит с первой во вторую фазы. Это сложный период.
С печкой не будет проблем, с тестом тоже. Рукоделие отлично получается. А вот, пожалуйста, стрижка волос отменяется, стрижка ногтей отменяется, покраска волос тоже отменяется. Казалось бы, знак стихии огня лев, очень хорошее время для этих дел, но именно в эти вот переходы фаз Луны ни в коем случае это не делайте. Я уже проверяла. И потом болит голова, и какие-то проблемы со здоровьем начинаются. Здесь нельзя трогать тело, тем более обрезать волосы и ногти. Зато мыть волосы можно. Уход за кожей, естественно, очистка кожи не проводится. Ремонт и проветривание вещей прекрасно. Стирка только если там что-то такое срочное, мокрое, текущее такая небольшая, но лучше не стирать. Чуть-чуть позже, уже в следующий день можно будет капитально сделать эту работу качественно. Уборку текущую можно. И вот по инкубации вот эти 2 дня, 8 и 9, здесь мускусные утки, закладываются яйца на инкубацию. Едем дальше. Смотрите, 10 и 11 у нас здесь одинаковые как раз энергии, 2 дня. В Деве возможен дым, будьте внимательны. Тесто в Деве ведет, плывет еще называют такое слово. Тоже здесь можно добавить чуть больше муки. Ну, кто занимается тестом, тот чувствует, что нужно больше, меньше. Рукоделие прекрасно. И вот время, когда можно наконец-то и стрижка волос хорошо пройдет, стрижка ногтей, можно красить волосы в Деве, и мыть волосы хорошо в это время, и уход за кожей, вот это то, что вы готовите сами, различные какие-то крема или еще что-то, вот это очень хорошо, питательные такие вещества, наборы, вот это можно использовать. В это время в Деве кожа, клеточки воспринимают все эти питательные вещества. Очистка кожи не проводится, ремонт тоже, и проветривание вещей в Деве. Такое интересное событие происходит, когда ты выносишь с одним запахом вот эти свои вещи, даже в хорошую погоду, а заносишь почему-то где-то набирает не такие вот приятные запахи, которые были, когда мы выносили. Ну, в общем, лучше вот этот момент избежать, не выносите. Стирка в это время прекрасно получается, уборка тоже качественно. Но от начала инкубации у нас уже до конца вот этого периода, который мы рассматриваем, здесь уже выходные. И остается у нас 1 день, это время нахождения Луны 12 в знаке Весы после 10 часов. Вот здесь с печкой будет тоже нормально все. Добавляем жидкость, знак стихии воздуха, быстро сохнет тесто. Или накрывайте полотенечком, чтобы, если коржи у вас там находятся, чуть-чуть отдыхают перед тем, как вы будете что-то готовить, накрывайте полотенечком. Далее, рукоделие у нас в весах тоже очень хорошо. Стрижку волос можно проводить, стрижку ногтей тоже. Красьте волосы, пожалуйста, есть новые органические различные краски, очень хорошо в этот день получится. И можно мыть волосы. Уход за кожей и очистка кожи отменяются. Ремонт прекрасно в весах после 10 часов утра. И проветривание вещей тоже прекрасно. Стирку не рекомендую. И уборку можно проводить текущую. Ну и с инкубацией нам пока нужно повременить. Ну, я имею в виду другие вот птицы, которые в домашнем хозяйстве есть. Мы уже чуть-чуть позже, во второй половине мая месяца, начнутся у нас закладки яиц на инкубацию. И куры, и утки, и гуси, и индюки, и так далее. Луна для здоровья. Будьте внимательны, 8 и 9 мая растущая Луна будет находиться в знаке Лев. Ну и помните, 9 переход Луны из первой во вторую фазу. Это очень сложное стрессовое время. И помним о том, что в дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы всегда сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник. Вся сердечно
сердечно-сосудистая система. Поэтому на 8-9 мая 2022 года нельзя планировать кардиологические операции. Ну и помните, что в это время обостряются очень сильно сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. В это время возможны приступы аритмии, стенобрадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Но зато в это время можно посещать офтальмолога, а также заниматься лечением инсультов и тромбоэмболии, а также гипертонии и мигрений. А теперь рассмотрим еще 2 дня, это 10 и 11 мая, когда растущая луна будет находиться в знаке Дева. В Деве очень уязвимы тонкий кишечник, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота и брыжейка. А теперь что нужно знать о периоде 10 и 11 мая, на что нельзя соглашаться и какие операции нельзя в это время проводить и, естественно, нельзя планировать. Не планируйте, не проводите операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Ну вот, что можно в это время делать? Это проходить различные обследования, сдавать анализы и встречаться уже с врачами, чтобы получить диагноз, если что-то волнует и есть какие-то проблемы со здоровьем. В это время как раз назначенное лечение будет наиболее правильным, и результаты анализов окажутся самыми объективными и правильными. И остается нам рассмотреть еще 12 мая, когда Луна будет уже в знаке Весы после 10 часов утра. В это время уже будут ощущаться другие проблемы с нашим телом. В это время уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная нервная системы, а также система желез. Будьте внимательны, 12-го нельзя проводить никакие урологические операции. Но можно проводить операции в области головы, а также эффективное лечение зубов, ушей, ну и удачное время для удаления зубов. Буквально несколько слов. Это совет, что нужно предпринять 12 мая. Держите в тепле ноги, а также область таза, чтобы не застудить почки, а также мочевой пузырь. Зная, что будете трудиться, не присаживайтесь на холодные еще скамейки, какие-то камушки, потому что это будет плохо для вашего организма, для ваших органов в области таза. Ну и нельзя в это время употреблять алкоголь. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик шлют вам всем пожелания здравия, а также хорошей погоды для того, чтобы вы в эти замечательные дни все, что запланировали, все сделали, и вы при этом не устали, чтобы у вас все было хорошо. Мира всем вам и добра, и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!